Здорово, народ, и добро пожаловать на канал. Меня зовут Тёма. Сегодня я хочу вам показать, как выглядит GTA 5 обновленная версия на 4К телевизоре. В игре два графических режима. Давайте я вам их покажу. Первый — это четкость изображения, это upscale до 4К и 30 FPS, и режим скорость, это Full HD и 60 FPS. Ну, давайте посмотрим, как работает игра, собственно, в четкости изображения. То есть, по сути, у нас сейчас идет upscale до 4К, в игре 30 FPS. Ну, по ощущениям, очень четкая картинка, такая перешарпленная. Сложно сказать, что это прям какое-то вау и невероятное качество. Очень высокая яркость. Сейчас давайте я понижу. Так, видео, радар. В общем, картинка в любом случае остается достаточно такой яркой. Нужно, в общем, ковыряться с настройками HDR, чтобы здесь было хорошо. Уверен, что тут еще влияет на это все мой телевизор. Он не самый крутой 4К. Думаю, на каких-нибудь модненьких лыжах и новых Самсунгах это будет поинтереснее выглядеть. Но, в общем и целом, что могу сказать? Очень неплохие отражения. Вот, так, сейчас я музычку вырублю, чтобы она не мешала. Очень неплохие отражения, очень неплохое освещение, особенно ночью на самом деле. Выглядит игра, ну, не знаю. Я думаю, что не нужно от нее ожидать чего-то особенного. Сама по себе приставка XS и те разговоры о том, что это оптимизированная версия под новое поколение консолей, мне кажется, они так больше для маркетинга. По сути, графика такая же. Ну да, добавили чуть-чуть отражений, добавили там взрывы покрасившие. Но, как по мне, это слишком мало, чтобы заявлять, что это какая-то оптимизированная версия. Просто добавили, по сути, FPS Boost. Я думаю, что большинству игроков нафиг не нужны эти там какие-то отражения дополнительные или какой-то измененный дым. Многим определенно там, было бы достаточно 60 FPS в том же онлайне. Вот. Эта игра, конечно, дает вам 60 FPS, но помимо всего прочего, ее нужно покупать. То есть это непростое обновление от обычной версии. Вы не сможете обычную версию просто так обновить, вам придется покупать игру по full прайсу. И это, блин, не круто. Это прям очень не круто. Можно бросить камень в огород Rockstar, даже, мне кажется, можно бросить мешок камней, пошли они в жопу. Ну, так нечестно. Просто ты покупаешь игру за там 5000, да, условно, на Xbox One, она работает по обратной совместимости, а потом тебе говорят, ну, хочешь играть на S в лучшем качестве, покупай еще за 5000 ту же самую игру. Я мог понять, там, когда был переход с PlayStation 3 на PlayStation 4, с Xbox 360 там, на Xbox One, менялась архитектура, и там реально игру просто переделывали под новое железо. А здесь просто улучшили графику, добавили там какое-то чуть получше освещение, добавили чуть получше отражение, и игра уже автоматически становится... Ну, они решают, что можно продавать игру по той же цене. Ну, здесь традиционно очень красивые закаты, очень красивые рассветы в этой игре.
Что-то еще нового сказать сложно. Ну, выглядит прикольно. Давайте теперь посмотрим, как она работает в режиме скорости. В режиме скорости 60 FPS. Ну, я думаю, вы заметили, хотя, наверное, на видео это не сильно будет заметно, так как сам ролик я пишу в 4К разрешении 30 FPS, ну, это максимум, что позволяет мое устройство для записи. Но картинка плавнее намного, это заметно, прям быстрее все стало. Что касается качества графики, я не вижу, чтобы она сильно как-то понизилась. Ну, не такая четкость картинки, видно, что понизилось разрешение. Но, тем не менее, выглядит это очень даже достойно. Если честно, приятнее играть в 60 FPS. Картинка не ребит. В 4К, когда идет апскейл до 4К, картинка перешарпленная, такая немножко рябая. Здесь она немножко замыленная и выглядит тем самым как-то приятней. Не знаю, как это объяснить. Но действительно глазу очень приятно. Видно ли это на видео, сказать сложно. То есть описываю свои, поэтому я и описываю свои впечатления от того, что вижу я, потому что, наверное, картинка недостаточно будет правдоподобно передавать то, что есть на экране. Так, давайте попробуем что-нибудь взорвать. У нас, в принципе, для этого есть дробовик. Дробовика должно хватить. Новый огонь и новый дым от взрывов. То есть сейчас мы с вами его можем заценить. Очень долго, конечно, машина ломается. Давай. Так, ну вот он, новый дымок. Он достаточно объемный, симпатичный. Выглядит прям так вау-вау. Особенно, когда много машин взрываются. Выглядит все это прям очень круто. Единственное, что если играть в режиме графики, то будет сильный дроп FPS из-за этих взрывов в игре, к сожалению. Ну, прям конкретно там FPS 20, наверное, становится. Что тоже не круто на самом деле. Как по мне, в игре 2013 года дропов FPS вообще не может быть на консолях нового поколения. Ну, это неправильно. А еще за эти дропы Rockstar просит full прайс. Ну, это вообще грабеж средь бела дня. Ну, вот он закат действительно красивый, отражение на крыше автомобиля можете увидеть, да, тут отражаются деревья, отражается свет, выглядит все так очень эффектно. Особенно если много машин рядом, в которых отражается все вокруг, то прям круто. И это не рейтрейсинг, на Series S рейтрейсинга нету, рейтрейсинг только на версии для Series X и PS5. Ну, если честно, мне кажется, там такой рейтрейсинг номинальный, но это мне так кажется. Если честно, я не пробовал саму игру на тех консолях, но здесь выглядит достаточно достойно. То есть все отражается, даже в стеклах. Прикольно. Давайте дадим отпор копам, а то они совсем оборзели. Ведь они от нас уезжают. Зассали. Так, сюда. Бем, бем. Нет, он не умер, второй. Ну, предлагаю на этой печальной ноте закончить. Спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете по поводу... Кстати, это я. Что думаете по поводу обновленной версии GTA. Если играли, пишите свои впечатления. Если хотите что-то узнать, пишите свои вопросы. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.